Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас с вами подошла очередь скорпионов. Давайте мы посмотрим, что готовит июнь для них. Будет одна позиция общая для всех представителей данного знака. Мы рассмотрим общую атмосферу июня для скорпионов, сферу работы, финансов, личной жизни и совет предостережения. Итак, начиная с общей атмосферы наступившего уже месяца, давайте посмотрим, каким же будет июнь для скорпионов. Что же готовит июнь? Непростым будет месяц. Непростой. Посмотрим, почему именно непростой. Вы знаете, в первую очередь непрост этот месяц тем, что вас будут окружать друзья. Но не все друзья являются теми, за кого себя выдают. Очень много среди, знаете, вот таких верных ваших псов, хитрых лисиц, которые носят маски, которые позиционируют себя не теми, кем они являются на самом деле. Но это ни в коем случае не нарушит вашей стабильности. В любом случае все у вас благополучно, все у вас благоприятно. И здесь, знаете, очень актуальна такая поговорка: «Мой дом, моя крепость». Те люди, которые по-настоящему ваши, вы сумеете еще раз убедиться в том, кто есть настоящий друг. И таким непростым испытанием для вас будет являться умение отделить зерна от плевел, да, уметь отделить мух от котлет. Друзья отдельно, хитрецы отдельно. Но для всех вам нужно будет остаться не то чтобы хорошими, да, а сохранить достойный свой облик, достойное свое поведение перед абсолютно всеми людьми, которые вас окружают. Теперь давайте посмотрим, что готовит вам работа, уважаемые скорпионы, что в работе будет в июне. Вы знаете, какое-то новое направление в уже хорошо знакомом вам деле, да, то есть вы продолжаете, ну, здесь все стабильно, здесь все хорошо, и работа ваша приносит вам стабильный доход, но, смотрите, в том направлении, с которым вы хорошо знакомы, которым вы занимаетесь давно, вас ждет как будто бы новый виток, какое-то вдохновение, какой-то новый проект, новое начало, и этот проект, эта новая страничка, это новое начало, оно будет для вас весьма многообещающим, прибыльным и перспективным. Причем, вы знаете, вот то новое, что вы начнете, хотя это новое, это, знаете, как продолжение старого, это будет иметь такое достойное продолжение. Тройка посохов, тройка жезлов – это как открытые дороги. Все благополучно продолжается, все благополучно развивается, приносит свои плоды, в первую очередь финансовые, приводит к вам то окружение, которое достойно вас. Здесь на самом деле достойное окружение. Конечно же, десятка пентаклей – это весьма положительная карта, но нельзя забывать о ее негативном значении. Она очень часто символизирует корыстных людей, которые могут являться вашими коллегами, партнерами, клиентами и так далее. Вот здесь очень четко отыгрывается собаки-лисицы, да, кто же из вас, дорогие друзья, носит маску лисы, точнее, кто из вас, лисы, носит маску моего друга. Вот так. Тем не менее, здесь все стабильно, все хорошо, все чудесно и замечательно в работе. Что с финансами? Работа приносит доход. Что по финансам в целом, вот непосредственно? Король мечей. Вы знаете, ваши доходы, ваши расходы, доходы, все, что связано с финансами, будет зависеть от людей, окружающих вас. Причем здесь и мужская, и женская фигура. Важно то, что у вас
будет наблюдаться тенденция к увеличению прибыли, но для этого нужно принять решение. И такое чувство, что увеличение вашей прибыли будет зависеть от того, какой выбор вы сделаете. Потому что двойка посохов, двойка жезлов, это, как знаете, выбор. Это необходимость выбрать дальнейший путь. И у вас действительно появится, вот знаете, совершенно какая-то неожиданная возможность по колесу фортуны, прям вот, знаете, по стечению обстоятельств сделать тот шаг, который в дальнейшем всю вашу прибыль, все ваше состояние приумножит. Но здесь это все будет делаться через какие-то официальные источники, через заключение официальных договоров, контрактов, еще каких-то моментов, что очень немаловажно, потому что мечевый король, это, знаете, это карта справедливости. Также может здесь отыгрываться некое такое, знаете, вот взаимодействие с мужчиной, который при титуле, при статусе, либо в форме. Здесь очень многое может зависеть от того, как вы будете общаться с неким чиновником, взаимодействовать с неким чиновником. Потому что король мечей – это в первую очередь человек, который обладает знаниями и властью. И вам важно сделать правильный выбор для того, чтобы ваши доходы, ваши финансы увеличивались, приумножались и росли. Теперь давайте посмотрим, что же у нас в личной жизни. Что в личной жизни у скорпионов в июне. Личная жизнь. Ой, вы знаете, как-то вот... Так, ну, во-первых, для тех, кто ждет нового знакомства. Новое знакомство, оно действительно может вас порадовать. Здесь прям, знаете, рыцарь пентаклей, как фигурная карта, как новый знакомый, который идет к вам с каким-то предложением, с какой-то возможностью весьма интересной. И да, у вас может с ним сложиться что-то такое весьма продуктивное и перспективное. Для тех, кто состоит в стабильных отношениях, для тех, у кого партнер есть рядом, нужно отметить, что будут моменты, когда вы друг друга огорчаете, разочаровываете, и все идет, казалось бы, не так, как нужно, не так, как хочется. Но оступившись раз, огорчившись, разочаровавшись раз, вам этого хватит для того, чтобы понять, как сделать шаги навстречу друг другу, как уступить друг другу, для того, чтобы в дальнейшем ваши отношения были продуктивными и такими, знаете, стоящими, да, потому что туз пентаклей – это шанс, это возможности. Здесь получение каких-то подарков, получение каких-то приятных предложений, все это будет. Но такое чувство, что для того, чтобы получить вот эти бенефиты, да, вот эти подарки, предложения, нужно обязательно наломать дров, нужно обязательно как-то, вот знаете, вляпаться в какую-то не самую положительную историю. Причем, вы знаете, очень у многих вот эта положительная история может быть связана с друзьями, с подругами, с вот этими собаками, лисицами, которые носят маски и позиционируют себя не теми, кем они являются на самом деле. Тем не менее, в личной жизни все хорошо, все замечательно. Кто ждет знакомства, как я уже сказала, велика вероятность дождаться чего-то действительно стоящего. Те, кто состоит в отношениях, немножечко оступитесь, наломаете дров, но тут же все исправите. Такое ощущение, что вот этих вот ляпов не хватало вам как раз для того, чтобы понять, как делать правильно, провести работу над ошибками и дальше двигаться вперед. Чего стоит, к чему стремиться? Давайте сначала посмотрим в июне скорпионам. К чему стремиться? К развитию, к движению вперед. Не стоим на месте, мы двигаемся, мы продвигаемся. Причем движемся к стабильности, к благополучию. Да-да-да. И речь здесь будет идти именно про, знаете, про карьеру и про увеличение прибыли, потому что туз жезлов, здесь сплошные жезлы – это развитие. В первую очередь рыцарь жезлов, рыцарь посохов – это карьера, да, это то, что нас приподнимает выше, нас ведет вперед. Да, совершенно верно, восьмерка пентаклей. Стремиться стоит к тому, чтобы улучшить, развить, еще больше стабилизировать вашу сферу работы.
рабочую трудовую деятельность, потому что от этого будет зависеть ваш достаток, ваше благополучие. Это очень хорошо, хорошие стремления. А чего стоит остерегаться, давайте посмотрим. Скорпионом в июне. Шестерка пентаклей. Смотрите, вот они, лисы, собаки. Ой, вот прям верховная жрица хитрая, хитрая. Смотрите, среди ваших коллег, партнеров, клиентов, тех, с кем вы, вот знаете, взаимодействуете по партнерским делам, да, по обмену услугами, по обмену какой-то помощью, да, шестерка пентаклей — это карта взаимодействия продуктивного, взаимопомощи. Вот здесь есть лиса хитрая, которая такая, знаете, вот очень скользкая, которая хитромудрая, которая может обвести вокруг пальца в 2 счета. И вот именно эту лису и стоит остерегаться. Очень аккуратно, очень осторожно сближайтесь с теми, кто может вас хоть как-то обмануть, хоть как-то обхитрить. И с этим человеком, это женская фигура однозначно, вы связаны общим видом деятельности, когда один друг другу помогает, один с другим взаимодействует. Но посмотрите, какая прекрасная карта наоборот, императрица. Ни одно событие июня не смеет пошатнуть вашего стабильного положения, вашей стабильной позиции императрицы. Вы уважаемы, вы любимы, вы при достатке, при таком, знаете, очень завидном положении, и в нем вы будете оставаться весь июнь. И дай бог, чтобы так и было дальше. Поэтому июнь будет для вас непростым месяцем, но весьма успешным и продуктивным, уважаемые скорпионы. Вот такой получился у нас с вами прогноз. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.